Совет от вашего старого доброго друга. Перед изучением языка проверьте, ради бога, сможете ли вы продолжить обучение с бесплатной версией, если не хотите отдавать свои кровные. Я так попадаю постоянно. Всегда. И на самом деле, меня держит в заложниках все это один огромный куль. Прежде чем мы начнем погружение в круговорот языков в природе, нужно учесть один поинт. Учение языков — это долгий процесс, требующих постоянных тренировок, практик, мучений. Приложения, конечно, могут вам с этим помочь, но они лишь ступень в этой огромной лестнице. Но даже так, приложения могут помочь вам организовать свой процесс и комфортно погрузить вас в атмосферу освоения языка и лишить духоты школьных учебников, которые гнутся, постоянно. Оценивать я их буду по моему скромному мнению, однако я постараюсь учитывать важные факторы, такие как: первое — удобство пользования, второе — подача и усвоение информации, третье — функционал, по типу там правописания, разговорной практики и так далее. Let's go! Yeah, I'm so happy! Я думаю, большинство людей их берут из Play Market, поэтому мы заходим сюда, пишем... Начнем с Memrise. Во всех ниже перечисленных приложениях можно выучить до 10 языков, но я продемонстрирую вам на испанском. Чтобы когда ко мне подошли и спросили English or Spanish, я ответила Your mother is puta. Простите за шутку. О, испанский язык отменен за трансфобию, let's go! Для начала хочу отметить удобство интерфейса. Он понятен, не перегружен. Здесь можно посмотреть выученные слова, продвигать свой аккаунт и с удобством переключиться на нужный раздел. Что это за разделы, собственно? Сценарии — это изучение слов. Каждое слово будет произноситься либо голосом, либо живыми людьми. Само произношение слов — это прикольно, это важно, но где транскрипция? На испанском, допустим, с этим более-менее все понятно, потому что как пишется, так и произносятся слова. Английский, например, а другие языки. Да даже в испанском буква «С» произносится как «К», «С» или «Th». И хер знает когда, потому что не объясняется почему. И часто возникает ситуация по типу «О, знакомый голос». Что ты сказал? Но помимо произношения слов, здесь произносятся сами предложения, и также есть функция правописания. Если что, можно обойти систему. К главным минусам относится отсутствие транскрипции, как я сказала ранее, и отсутствие пояснения правил. Почему предложение построено так? Почему слово произносится так? Столько вопросов и так мало ответов. Ну и как я могла забыть? Скидка на бессрочную подписку Memrise. Половина, если не больше разделов, недоступны на бесплатной пробе. Причем разделы довольно-таки важны. Вот как мне сказать, что я человек? Так ведь никто не догадается. Чё по другим разделам, потому что они также важны. Видео. Вы смотрите скетчи, где люди говорят фразами, которые вы выучили. Мне нравится, что слова активно проговаривают и используют в речи. Это помогает их запомнить. Некоторые видео довольно-таки странные. Можно откусить. Педро. И лично мой любимый раздел — разговоры с искусственным интеллектом. Некоторые люди думают, я точно не указываю на себя, что посмотрев и прочитав слово, ты его запомнишь сразу, но слова нужно использовать в речи. И разговор с искусственным интеллектом вам в этом поможет. Потому что я говорить толком не могу. Если вам что-то непонятно, можно перевести, либо сам искусственный интеллект вас поправит. Не пишите то, что написала я. В данный раздел можно перейти самому в любое время, либо выше будет окошко с автоматической перемоткой. И в настройках можно выбрать темп обучения. В самом начале можно выбрать уровень, с которого вы хотите начать. Я тоже проверила, оно сдохло, оно не работает. Вы всегда начинаете как новичок. Из плюсов данного приложения я могу выделить удобство пользования, информация усваивается нормально, и поток обучения можно настроить под свой вкус. Функционал не достает за счет того, что половина обучения, считай, платная, и недостаток объяснения грамматики. Пока что поставлю его в A. Буси. Первое, на что нельзя не обратить внимание, как только заходите в приложение, это реклама премиума. Не, серьезно, они показывают рекламу перед каждым уроком. И вверху здесь, и в этом углу. И будто этого мало, они сделали отдельный раздел внизу для премиума.
Не любят нас, free to learn people. Не, я все понимаю, но такое количество рекламы отталкивает людей. В первом разделе, собственно, само обучение, но в бесплатной версии нам затыкают рот. Но вот что здесь есть, в отличие от Memrise, это объяснение грамматики, объяснение правописания и чтения слов. В повторении можно повторить. Но весь движ происходит в сообществе. Как я поняла, там походу реальные люди. Я никогда таких не видела просто. И они постят голосовые, либо текстовые сообщения, которые вы можете исправить. Либо опубликовать свои голосовые и текст, которые могут исправить носители языка. Господи, помилуй души тех, кто учит русский язык. И здесь еще есть вкладка «Друзья». У кого-то есть друзья. А также выше есть задачи на неделю, побуждающие тебя использовать выученные слова. Я молодец. Переведи, его зовут не Альберто, правильно, его зовут Педро. А также можно произнести вслух абсолютно нормальные фразы. Я надеюсь, вам нравится этот обзор, потому что мне нужно оценить тут подачу информации, но я не знаю как. За 4 уровня меня научили здороваться, прощаться и представляться. Это быстро. Как вы думаете? Вам нравится мой профессиональный обзор? Ой, еще я нашла секретку, потому что я не знаю, кто бы догадался, но если нажать на этот значок, то тут будут дополнительные функции. Но бесплатно доступен будет только первый урок. Ну и в профиле можно посмотреть прогресс. Бусу использует буквально pay-to-win механику, поэтому если вы хотите обучаться там бесплатно, то удачи вам, потому что реклама вас задолбает. Но если вы готовы платить, то рекомендую. А так пока что в B. Хочу еще раз уточнить, у меня нету любимчиков, я пытаюсь оценивать с нейтральной точки зрения, так что у меня нет любимчиков. Dual Cards! I'm so excited to show it to you! Потому что я с его помощью лично учила английский. Для начала, вроде как он есть в Play Market, но он не всегда показывается. Но если что, бейте в гугле и скачайте, оно прикольно. Мать твою, я лампу задел. Сейчас я вам покажу, что у меня тут есть. Первую заморозку. Я поняла. Я не поняла. Окей, мне придется тут все повторить, поэтому начнем отсюда. Это приложение больше нацелено на учение слов, чем на грамматику. Научение слов проходит с помощью карточек. Можно добавлять как свои карточки, так и брать их из самого приложения. Но это я покажу вам позже, потому что я тут заточена сейчас. Чё по карточкам? Слова можно прописывать, проговаривать, запомнили свайп вправо, нет влево. В зависимости от того, как вам дается то или иное слово, карточки будут повторяться, пока вы не запомните это самое слово. Но даже слова, которые вы выучили, периодически будут появляться для повторения. Также можно сопоставлять английское слово с русским переводом. Коротко по интерфейсу. Это чтобы отключить и выключить звук. Это чтобы вернуться к предыдущей карточке. Вот сюда вписывать, здесь проговаривать слова. А это... Я впервые это вижу. Вся моя жизнь была ложью. The old vessel, a rusty sailboat named the Sea Serpent, bobbed gently on the waves. A young woman, the reincarnation of a powerful sea goddess, stood at the helm. She felt a sudden nauseous feeling, a premonition of danger. The ship's valve malfunctioned, letting in seawater. Panic rose as the water level increased. The captain, a kind but slightly deranged old man, shouted orders. An ambulance arrived, but it was too late to save the ship. The Sea Serpent sank beneath the waves. The woman escaped, but the experience left her shaken. Did the sea goddess's reincarnation cause the ship's demise? Позитивно. А это, чтобы добавить новую карточку, пока вы повторяете старые. Но есть один нюанс. В бесплатной версии максимум у вас может скопиться 20 карточек. Если у вас больше, чем 20 карточек, то вам придется сначала повторить их, прежде чем вписать что-то новое. А у вас всегда будет больше 20 карточек. Спойлер. И плюс, при повторении где-то каждые 20-30 карт появляется реклама премиума. Это отвлекает, конечно, но не прям критично, жить можно. А да, не спрашивайте меня, почему у меня здесь карточка с обрезанием, это витуберы. Anyway, как я сказала ранее, можно кастомизировать свои карточки. Вверху можно выбрать изображение, с которым будет ассоциироваться ваше слово. И также здесь ниже показывается значение слова, синонимы и примеры использования.
Та-да. Еще это немного не в тему, я тут пыталась проверить, где синонимы, значения. По-моему, есть ограничения на количество таких объяснений, и я тут пыталась это проверить, и я по приколу вписала кондом, и тут how to use it, типа, как правильно использовать презерватив. Примеры использования. Это на другом сайте. Понимаете? В моем приложении для изучения языков внезапно секс-просвет. Ипи! Да, я проверила. Вот это дополнительное объяснение, значение, оно доступно только 2 раза на бесплатной версии, так что да. Увы и ах. Секс-просвет закончился. Но также слова можно выбрать в разделе с библиотекой. Но самое главное. Что самое главное в этом приложении? Слоник. Карточки конвертируются в этот костер, и из него спавнится мебель для нашего слоненка. Слоник, слоник. Эстер за слоника, я даже объяснять ничего не буду. Ладно, время пришло. Мы дошли до босса качалки. Duolingo. Мне кажется, про него многие знают, поэтому я пробежусь вкратце по функционалу. В отличие от всего вышеперечисленного, Duolingo превращает процесс обучения в настоящую игру, где вам нужно учить новые слова, подставлять их под то, что говорят персонажи, также их писать, говорить, проходить тесты на скорость, тесты на точность и так далее. За каждый пройденный уровень вы будете получать очки, чтобы флексить перед своими друзьями. Лампа, бля! Что очень приятно, здесь отсутствует реклама, и все функции, что вы видите, они бесплатные, могут проходиться в любое время. Получается, Duolingo хорош? Ну, как бы вам так сказать... Я понимаю, оно удобное. Я думаю, в этом списке оно даже самое удобное. Но эффективно ли оно? Да не очень, потому что варианты теста, конечно, помогают, но это недостаточно для того, чтобы зазубрить слова. Их нужно также использовать. Плюс здесь также отсутствует объяснение грамматики. Я веду к тому, что информация подается отлично, но усваивается ли она? Да не очень. Но мемы с Duolingo. Мемы с Duolingo — это просто отдельная секта крипипаст. То, что персонажи иногда говорят. И эта птица, это гребаная птица. Та самая русичка, которая за то, что если ты не там поставил запятую или зачеркнул одну букву и написал над ней правильную, она на вас орала, говорила, что вы бесполезны, что вы должны стараться лучше, что вы позорите честь школы. Так вот, эта птица, это как та самая русичка. Она вас найдет, она скажет: учи испанский, учи его, учи. Сравните этого зеленого попугая и этого милого слоника. Просто сравни. О нет, он возвращается обратно. Он возвращается, нет! Для красивой цифры было бы неплохо обозреть и 5-е приложение, и можно даже больше. Почему я этого не сделала? Я устала. Поймите, меня держат в заложниках. Я хочу спать. Поэтому расскажу вам свою грустную историю в конце. Мне хотелось improve my English speaking skills, потому что в какой-то момент я забыла, что надо ж практиковать еще, как я говорю на английском. И я нашла помощь. Ее звали Элса. Она была прекрасной. Она давала все, что мне нужно. Я приходила к ней каждый день в течение 1 недели. Как я говорила, стабильность штука сложная. Но я приходила к ней каждый день. Не пропускала ни одного дня. Мы проводили с ней прекрасные часы вместе. Я говорила ей на своем ломаном английском. Она говорила со мной на своем русский у меня тоже ломаный. Она говорила на своем работеническом языке. Я думала, что вот, я нашла ее. Я нашла ее, идеального учителя. Но это была моя вина на самом деле. Я не заметила, что бесплатная версия будет только длиться 7 дней, а дальше иди нахуй. В итоге ей от меня нужны были только деньги. Меня предали. Точнее, я даже не могу сказать, что меня предали, потому что это была моя вина из самого начала. Из-за того, что мне просто хотелось быть счастливой. Я не обращала внимания. Я была ослеплена крыльями легкости изучения английского. Я думала, это продолжится.
Но оно закончилось так же внезапно, как и наступило. К чему я это говорю, дети мои? Change the world. My final message. Goodbye. Если чё, владельцы приложений, пожалуйста, не кидайте жалобу на это видео. Это видео шутка. Моя жизнь — это шутка. Наверное, это нужно было сказать в начале видео. Не важно. Что самое-то важное в обучающих приложениях? Это прогресс, это знания, которые мы получили по пути. Поэтому проверим, как обстоят у меня дела с испанским. И смогу ли я найти свою любовь. Алиса. ¿Quieres salir conmigo? Не на все вопросы у меня есть ответ. Попроси ребят подписаться на канал. Напомните, пожалуйста, о чем нужно попросить. Ребята, подпишитесь на канал и поставьте лайк. А еще напишите комментарий, похвалите видео. Да, вот спасибо. Я понимаю, что видео задержалось, у меня много вопросов, если вы досмотрели до сюда, но я просто покричу за вас. Это Мамонт! Кира из прошлого! Это мама!